Всех приветствуем! С вами канал Serpens Draco. Сегодня у нас очередная лекция на тему сакральная геометрия. Слово передаю нашему спикеру Сергею Олеговичу Козову. Алло, алло, приветствую всех. И у нас с вами сегодня достаточно длинный основательный разговор о сакральной геометрии. Сакральная геометрия – это важная часть современного оккультизма. Как бы мы на это ни смотрели, но это не только про конспирологов и какие-то пирамиды, это еще и про практически все варианты графической магии, в том числе магию сигил, сигил желаний, создание талисманов и так далее. Собственно, я являюсь автором книги по сакральной геометрии, которую вы сможете свободно скачать по ссылке в описании к видео на телеграм-канале. То есть PDF доступно полностью для прочтения бесплатно. Собственно, начнем с того, что такое в целом сакральная геометрия. Если сводить к простому банальному определению, сакральная геометрия – это совокупность религиозных и мифологических представлений о формах и пространстве мира, его гармонии, упорядоченности и пропорциональности. На самом деле сакральная геометрия – это не только про мир для среднего человека, интересующегося магией, эзотерикой, это, как я уже сказал, про графику. Также иногда сакральную геометрию привязывают к разного рода архитектурным сооружениям. Пример такого сооружения у вас находится тоже на экране на слайде. Аналогично это разного рода строения древних цивилизаций, бронзового века и далее. Ну и, конечно же, линии, то есть воззрение на то, что на планете существуют определенные линии, связанные с определенными энергетическими центрами, с геотермальной активностью, которая имеет определенное влияние как на людей, так и на все живущее на определенном пространстве, в том числе и на стройку, то есть стройку храмов и разных других сооружений, в том числе домов. Вообще такие воззрения существуют во многих культурах, и как западных, так и восточных. Вообще взгляды на то, как будет двигаться энергия, как она будет влиять на жизнь и быт людей, присущи очень многим народам. Фактически потом это выразилось в полноценную архитектуру. Аналогично, при постройке разного рода сооружений люди опирались и на звездное небо, стараясь ориентировать постройки относительно него, и, конечно же, стороны света, что прямо связано со стихийной магией и далее, конечно же, с планетарной магией. Если же мы говорим про определенные культовые символы, определенные фигуры, в том числе геометрические, конечно же, это тоже сакральная геометрия. Фактически человек сталкивается с сакральной геометрией в небольшом количестве вариантов своей практики. Во-первых, это та же самая графика, причем это может быть как силы желаний, так и любая другая графика, например, руноставы. Аналогично похожие графические вещи могут быть в рамках исследования геомантии, в рамках астрального видения. И, конечно же, это, опять же, стихийная магия, прямая связь с платоновыми телами, которая тоже в оккультизме рассматривается. Конечно, сакральная геометрия возникла не только у примитивных народов, далее она вылилась в стройку у тех же древних цивилизаций, причем многие из этих сооружений были построены даже без современной системы мер. То есть это все мерили локтями. Например, при постройке те же пирамиды – это фактически самые простые сооружения из возможных, которые люди могут построить с таким уровнем технологий. Если же вспомнить историю, конечно же, это взгляд на Бога как на великого геометрирующего. Есть даже иконы с таким изображением и картины. Аналогично это, конечно же, масонство, где Бог именуется великим архитектором Вселенной и обозначается глазом в треугольнике. Если же говорить о сакральной геометрии как таковой, то, конечно же, это очень объемная тема. И очень часто спекуляции на этой теме переходят прямо в конспирологию, переходят прямо в исследование каких-то строений и глупые споры, по моему мнению, кто это построил. Люди, рептилоиды с Нибиру или в целом вообще непонятно кто. На самом деле это имеет мало отношения реальному к сакральной геометрии. И основное, то, для чего она нужна, то есть для создания графических работ, для построений,
именно об этом мы сегодня и поговорим. Во-первых, это соотношение фигур и стихий. Это достаточно важная штука, причем важная наравне с платоновыми телами. При этом платоновые тела в магии практически не используются, максимум это символическое выражение той или иной стихии. Причем учитывают еще и пятую стихию дух, которая достаточно специфическая. Ну, собственно, на будущей лекции по стихийной магии мы об этом поговорим в том числе. Вообще, соответствие фигур и стихий помогает в целом понять, как работают любые графические работы и построения. То есть определенное количество фигур, как они расположены друг относительно друга, как они друг с другом взаимодействуют в рамках проточности энергии, которые могут быть туда помещены. Аналогично, если мы говорим о сигилах духов, то есть когда нам нужно понять, как работает вообще сигила духа, то есть мы хотим в нее вникнуть, и это сигила, которую дух дал медиуму, и он ее зарисовал, а не сигила по розе кресту, конечно, это помогает. Например, можно посмотреть карточки в том в моем учебнике по демонологии, можно посмотреть сигилы, построенные для управителей Крифот в той же книге Ситрарха и аналогичных леворучных изданиях, и заняться таким анализом. Самый яркий пример, например, готового такого короткого элемента, маленького, это завиток, который в целом является такой достаточно солнечной фигурой, которая соединяет отдельную графику, основная задача которого – это творение, то есть передача творческого импульса от одной фигуры к другой, если они составляют какой-то алгоритм. Собственно, у нас в будущем будет еще лекция по созданию ритуальных инструментов, там покажу наковальню, созданную с конкретным графическим комплексом, где похожие символы, собственно, применяются. Но давайте вернемся, конечно же, к фигурам. И, во-первых, о чем мы должны здесь поговорить. Во-первых, о линии. Линия – это несколько точек. Вообще в обычной геометрии точка – это фигура, конечно же, и даже плоскость, на которой изображаются геометрические фигуры, это тоже, по сути, геометрическая фигура. Но линия – это по факту несколько точек, которые имеют уже определенную протяженность. При этом, если мы говорим о линии с точки зрения сакральной геометрии, то тут она фактически является тем, что в школе на математике называлось отрезком, то есть из точки А в точку Б. Почему так? Потому что, во-первых, линия в противовес от единицы, которая связана у нас с сферой Кетер, тут, собственно, сама точка, ее неделимость, уже может нести в себе энергию. Кроме того, ее стихия – это стихия воды, и это число 2, то есть дуальность. Почему дуальность? Потому что у нас есть две крайних точки, например, А и Б, как на схеме, и между этими двумя точками будет двигаться энергия. Представим себе, что есть у нас отрезок, то есть есть точка А и точка Б, и эта линия произвольной длины, например, 10 сантиметров. И по этой линии двигается энергия. Как она будет двигаться? Во-первых, допустим, что это сигил желания или сигил духа, который активируется. Вы помещаете в своей воле туда энергию, и оно находится внутри, но оно находится не статично. Оно двигается от точки А до точки Б. Дойдя до точки Б, оно разворачивается и двигается обратно. И потом все повторяется. Фактически это такая манифестированная дуальность. Кроме того, это такая интересная штука, как символическая смерть. При этом линия, конечно, может быть очень абстрактной длины, то есть она является бесконечной прямой, и, конечно же, энергия может двигаться по ней также в рамках ее длины. Но по факту в геометрии это всегда будет линия, ограниченная определенным началом и кольцом, который, конечно же, будет использоваться. Самое главное в линии – это удержание определенного количества энергии. Что это такое? Это когда мы туда что-то помещаем для того, чтобы оно как-то функционировало. Например, функционировал сигил, какая-то графическая работа и так далее. Самый простой пример – это эвокация, когда мы будем вызывать духов, и мы активируем сигилу, она начинает мерцать, по ней начинает двигаться, собственно, энергия, которую мы туда поместили. Разницы между линией ровной и кривой никакой нет. То есть, неважно, ровная она, изогнутая, это почти круг, но не замкнутый. Это одна и та же линия. Самое главное, она не должна пересекаться с другими линиями, она не должна пересекаться сама с собой. Тогда там уже все работает по-другому. Но если у нас линия кривая уже замкнута сама в себя, это уже круг.
Круг — это достаточно известная фигура в сакральной геометрии, известная с древних времен. Ее наделяли защитными функциями обычно. На самом деле, да, она несет защитную функцию, но в определенных пределах. Самое главное — это то, что она может брать энергию из э, того, что вписано в него. Например, у нас есть самый простой круг для эвокации. Все знают круг для призыва демонов. Человек стоит, и там круг, еще один круг с небольшим зазора, между которыми вписаны какие-то имена, символы и так далее. Так вот, если круг правильно активирован, если имена провибрированы, и все было правильно визуализировано, то все энергии, которые были привлечены этими божественными именами, двигаются аналогично по кругу и помогают оператору работать. При этом стихия у круга, стихийное соответствие — это воздух. Важно про круг знать еще то, что энергия в нем двигается бесконечно, по его форме. То есть все достаточно просто. Фактически круг может двигать энергию как по часовой стрелке, так и против. При этом поэтому большинство графических работ, в том числе и сигилы духов, заключают в круг. Аналогично талисманы практически все круглой формы. Конечно же, есть треугольные талисманы. Пример — это тоже имя Абракадабра — это старый пример талисмана для исцеления от болезни. Аналогично это заклинание Сатор, которое квадратное, но либо квадратное, либо треугольное, но обычно это квадратное с перестановкой слов. Они могут быть разной формы, но в большинстве случаев талисманы круглые. Аналогично в гримуарах, в разных оккультных книгах мы могли видеть сигилы духов, заключенные в круг. Что это значит? Обычно это подается с той позиции, что они заключены в круг для безопасности читающего. Что вот, если мы это не заключим, то эти духи повылазят из книжки и всех укусят. На самом деле нет. На самом деле круг нужен для того, чтобы энергия, с помощью которой будет активироваться сигил, то есть вы правильно с графической точки зрения его активировали, и чтобы он намного лучше запускался, намного лучше работал. Аналогично между наружными кругами любят вписывать имена духов. Для чего это нужно? Чтобы банально не забыть, кто там вписан. Кроме того, круг используется, конечно же, в оккультизме, это люди в нем могут стоять, аналогично в него могут заключаться большинство графических работ. Также вы можете встретить достаточно много сложносоставных сигил, где круг может быть элементом самой сигилы. Например, те же сложные сигилы астральных миров, сигилы некоторых духов и так далее. С самим кругом у нас, конечно же, связано число π, которое не имеет по факту конца после запятой. И в целом есть много таких интересных вещей, именно математических, которые с фигурами связаны, и в сакральной геометрии они учитываются. При этом круг вы всегда встретите в комбинациях еще и с другими фигурами, как с квадратом, о котором мы сегодня поговорим, так и с треугольником. Простой пример, кстати, соединения круга и треугольника — это треугольник проявления, то есть треугольник, в который должен приходить призванный дух. И как он работает, собственно, сейчас и разберем. Третья фигура — это у нас треугольник, и это фигура огня. У нас была до этого единица, то есть точка, была дуальность, то есть линия. Теперь у нас тройственность. Если мы вспомним из оккультной каббалы древо Сефирот или древо Клипот, конечно же, оно делится на триады. Вспомним, там у нас есть верхняя триада, средняя триада, нижняя триада. И собственно, треугольник — это минимально необходимая фигура для функционирования системы. Например, верхняя триада сефирот — это кетер, хакма, бина, которые, конечно, разворачиваются в рамках неаполитанского порядка, которые, конечно, соединены путями, и они определенным образом зависят друг от друга. В принципе, треугольник и тройственность — это разные тройственные, опять же, элементы у разных культур. Это божества разного рода. И, конечно же, это знакомые всем три луны, то есть растущая, полная и убывающая. Тот же символизм богини Вики. Плюс треугольник — очень удобная фигура, конечно, и в магии, и в, собственно, геометрии. И большинство фигур, в принципе, можно на треугольники разделить, и это для них вполне нормально. Но фактически треугольник еще и является стороной одного из платоновых тел, то есть тетраэдра. Фактически, если мы говорим про треугольник, здесь более основательно нужно обсудить именно движение энергетических потоков в нем, потому что предыдущие фигуры были в этом плане достаточно простыми. Во-первых, треугольник
двигает энергию по своим линиям. Но при этом она не просто бегает, ну, энергия не просто бегает по линиям, как в круге, она накапливается в центре. Красным обозначено движение энергии, синим обозначено то место, где энергия будет накапливаться. Если мы вспомним треугольник проявления, для призыва духа он обычно так и выглядит. Это треугольник, в который вписан круг, который не касается наружных линий ну, самих линий треугольника. То есть таким образом энергия, которая накапливается в центре, еще и с помощью круга двигается, например, по часовой стрелке, аналогично туда устанавливаются чайные свечи, благовония, килим или жертвенные чаши. И это все намного лучше помогает духу взаимодействовать с человеком. Собственно, вся эта система – это, по сути, такой телефон, где треугольник – это место для духа, а круг – место для мага-оператора. Таким образом, на примере того же треугольника проявления очень хорошо видно, как треугольник работает. И у треугольника, конечно же, есть объемная фигура. Да, когда мы говорили про круг, есть, конечно, еще и сфера, как стереометрическая фигура. В рамках треугольника это тетраэдр. То есть это, если по-простому говорить, треугольная пирамида. Следующая фигура у нас это квадрат. Квадрат также имеет объемные выражения, и все они имеют аналогичную природу. То есть если у треугольника стихия воздух, то стихия огонь, то у тетраэдра тоже стихия огонь. Если у квадрата стихия Земли, то у куба тоже стихия Земли, и у тессеракта, как у гиперкуба, тоже стихия Земли по соответствию. Квадрат, собственно, полностью выражает стихию Земли, то есть пассивную, накапливающую. И, собственно, квадрат обычно является фундаментом. Это, например, фундамент для стройки дома, это фундамент для храма. Конечно, тут можно было бы углубиться, собственно, опять же, в буквы иврита, в кабалу и в символизм. Но если совсем просто, у нас есть еще и алтари. Алтари и жертвенники. Обычно они кубической или прямоугольной формы. По сути, тоже кубические такие параллелепипеды. По факту квадрат просто что-то накапливает. Он накапливает энергию, двигает ее по своим сторонам, он ее не напихивает в центр, он ее не раздает никуда, в отличие от некоторых других фигур. Поэтому это просто удобная фигура для накопления. При этом она не имеет каких-то таких сложных особенностей, поэтому что в эвокации, что в открытии врат, что в разных стереометрических проектах она очень редко используется. По талисманам я бы тоже не вспомнил. Максимум это заклинание Сатор, где у нас есть 5 букв, которые меняются. Но в целом такое вы увидите практически нигде. Даже если мы говорим о планетарных квадратах, которые являются собой банальные числовые квадраты, они обычно тоже вписываются в круг. И вот таким образом носятся человеком на шее как талисман. Если же переходить конкретно к объемным фигурам, тут стоит поговорить про Платонова и Архимедовы тела. Вообще данные фигуры к оккультизму имеют достаточно мало отношения. Они очень редко используются в магии. В некоторых случаях при сборке стихийных алтарей фигура может устанавливаться просто на алтарь для выражения той или иной стихии. Если для мага это удобно, если таким образом он лучше настраивается на ту или иную стихию. Фактически эти фигуры известны были еще до Платона, не были описаны до Платона, но потом они встречаются уже в диалогах Платона, и далее они известны до наших дней. Кроме того, чем эти фигуры интересны? Во-первых, они интересны тем, что они все могут быть вписаны в сферу, и вполне хорошо они туда влезают, то есть они там вполне нормально стоят. Я напомню, это объемные фигуры, сфера тоже у нас объемная фигура. Во-вторых, это звездчатые формы. Звездчатые формы – это такие формы фигур, которые возникают, если мы умозрительно продлим ребра той или иной фигуры. То есть представьте себе, что есть у нас, например, октаэдр, и у октаэдра мы продляем сами ребра. И таким образом получается другая фигура. И количество этих звездчатых фигур, звездчатых многогранников достаточно плавающее, достаточно разное. То есть у некоторых фигур их много, у некоторых фигур их нет. Давайте начнем о них говорить, поговорим о некоторых. И, во-первых, это тетраэдр, о котором я уже говорил. Это, я сказал бы, самая простая фигура для понимания, причем в контексте сакральной геометрии. Тетраэдр и гексаэдр. Почему?
Потому что тетраэдр – это, по сути, треугольная пирамида. Представим себе 4 треугольника, которые соединены в такую пирамидообразную фигуру, при этом пирамидой они не являются. И это аналогично фигура огня. И она тоже используется и в объемных построениях. Я вам покажу в конце проект по тем самым по трону совести. Это храм в форме тетраэдра, который используется для медиумических работ. Собственно, в таком варианте тетраэдр используется наравне с пирамидой. При этом звездчатых форм он не имеет, потому что если мы продлим все ребра этой фигуры, они не будут пересекаться никоим образом. Следующая фигура – это гексаэдр, если по-простому это куб. Очень простая, очень применительная к быту, к окружающему миру фигура. Это, во-первых, разного рода алтари, жертвенники, основы для храмов, на которых они строятся. Ну и, конечно же, продолжение квадрата как фигуры Земли. Он аналогично не имеет звездчатых фигур. Также есть у нас три остальных специфических фигуры, потому что они обычно для начинающих достаточно сложны для понимания. Во-первых, это октаэдр. Октаэдр – это, если по-простому, две пирамиды, которые соединены, собственно, донышком и представляют собой такую похожую на ромб фигуру. Вообще, октаэдр у нас соотносится со стихией воздуха, а пирамида, как фигура, ни с какой стихией не соотносится. По сути, она представляет собой скопление такое нескольких треугольников и квадрата. При этом она имеет всего одну звездчатую форму. Вообще ромб, любая ромбическая фигура в сакральной геометрии присутствует. И чем интересны вообще ромбы, любой формы, особенно если это любого размера, любой формы, особенно если это какой-нибудь ромбический камень, предмет, который человек носит, или составная часть чего-то, то, что энергия в любом ромбе двигается крестом. Что это значит? Это значит, что вот если у нас есть ромб, энергия будет двигаться так и так. Причем ромб в этом плане – это плоская фигура, то есть просто нарисованная в 2D варианте. Ну и, конечно же, остается у нас додекаэдр и икосаэдр. Это достаточно специфические фигуры. Во-первых, это икосаэдр. Икосаэдр, в принципе, чем-то напоминает Меркабу. Это достаточно объемная фигура. При этом она сочетает в себе и пятиугольники, и треугольники. Пятиугольники, кстати, как таковые встречаются у нас еще и в пентаграмме. Они есть в центре пентаграммы как фигуры. И додекаэдр в этом плане – это у нас еще и прямоугольные грани. Фактически фигура достаточно редко встречается. То есть, да, это видят в учебниках геометрии, но в магии встречается достаточно редко. А самое их такое, я бы сказал, применение, я бы сказал, больше всего это тетраэдр и гексаэдр, которые могут прямо использоваться в редких вариантах октаэдр. Очень в редких, особенно если мы говорим о каких-нибудь ювелирных изделиях. То есть там это может применяться. Плюс могут быть соединенные элементы, например, две пирамиды, которые соединены как-то друг с другом, и таким образом они образуют октаэдр. Ну и, конечно же, у нас есть еще такая интересная штука, как тела Архимеда. Фактически это усечение тел Платона, и при этом это срезание углов. Если у нас звездчатые многогранники – это продление, для того, чтобы в местах пересечения это все зафиксировать, получить новую фигуру, то здесь это срезание, собственно, углов и замена одной на другую. Фактически в магии как таковой они не используются, но в геометрии, именно в стереометрии, они известны и встречаются достаточно часто. Но если мы будем переходить конкретно к еще важным таким постулатом в сакральной геометрии, это, во-первых, золотое сечение. Золотое сечение подразумевает определенное, во-первых, отношение, сейчас разберемся, что это, во-вторых, оно подразумевает, что мы некоторые фигуры можем назвать золотыми. Например, золотой треугольник, золотой квадрат, золотая спираль. Фактически, золотое сечение – это отношение частей и целого, при котором отношения частей и между собой и каждой части к целому равны. Что это означает? Это означает, что мы имеем определенное значение, то есть пропорцию золотого сечения, которая у нас э, выражена числом 1,618. Обозначается это числом φ.
Это число обозначается буквой фи, и, в принципе, вы с ней можете тоже встречаться. По факту, важность золотого сечения сложно переоценить, потому что это влияние как на разного рода фигуры, так и, конечно же, оно очень часто встречается и в живой природе, и в строениях, которые, собственно, создают люди. Есть, например, оно в рамках той же спирали. Например, нам очень легко посмотреть, как отличается обычная спираль от золотой спирали, то есть в каких пропорциях она построена. По сути, опять же, мы возвращаемся к тому, что я говорил ранее, что у нас большинство фигур и чуть ли не весь мир можно поделить на треугольники и преобразовать какую-нибудь фигуру в треугольнике, но золотое сечение это все упорядочивает. По факту это не абсолютный идеал, это, конечно же, штука максимально приближенная к идеалу в рамках человеческого восприятия, в рамках той физики, которая есть, в принципе, в мире. При этом, опять же, у нас есть те же золотые фигуры. По факту разберем это на примере спирали. Фактически спираль очень известная в оккультизме и в религиях фигура. Она встречается и в храмовых изображениях, и в каких-нибудь других культовых изображениях, в граффити, в татуировках и так далее. Фактически спираль формирует коридоры для энергии, при этом обеспечивает их движение так, чтобы они никуда не могли из них деться. При этом, по сути, это как запущенный импульс, который с доворотом был запущен, и он двигается далее, собственно, по самой спирали. По факту, чем больше спираль, то есть чем больше в ней витков, чем сильнее она растянута, это касается особенно практических проектов, вот когда будем разбирать на примере ножей тех же с обмоткой, тем по факту хуже, потому что таким образом концентрация энергии снижается. То есть нужен баланс между самим ТЗ, то есть заданием, которое должно быть воплощено, и количеством витков самой обмотки, если это выражение именно материальное. Если это графика в составе другой графики, то, конечно же, чем меньше завитков, тем лучше. При этом на слайде вы можете видеть золотую спираль, которая как раз построена в рамках, собственно, золотого сечения и использования значения фи, то есть конкретного числа, которое у нас выражает золотое сечение. По факту, если же мы вот посмотрим на те же спирали, вот можете увидеть обычную спираль, можете увидеть золотую спираль. Как они отличаются? При этом и такие вы можете встречать непосредственно в разного рода изображениях, культовых изображениях, магических изображениях и так далее. Также вы здесь можете увидеть схему, как строится непосредственно золотое сечение геометрически. Что это такое? Здесь это треугольник, на котором с помощью циркуля создается, собственно, вот такое вот золотое сечение, и изображено, конечно, выражение, которое это все описывает, и определенные формулы золотого сечения. По факту, если же мы посмотрим с точки зрения не только функционирования спирали, то есть то, как она несет энергии, как она ее двигает, при этом, конечно же, если мы говорим про объемную фигуру и та же обмотка вокруг чего-нибудь, например, вокруг рукояти ножа, меча или еще чего-то, то да, для нас важно, с какой скоростью импульс будет двигаться. И маг, который будет создавать этот предмет, в принципе, может это регулировать. И, конечно же, он будет это все связывать с другими фигурами. Например, с пирамидальными фигурами или с тетраэдрами, например, это огранка камней, или с чем-то квадратным или кубическим, или со сферой, тот же камень в виде сферы и так далее. И важно для человека, который будет создавать этот инструмент, обеспечить, чтобы энергия двигалась так, как ему надо, и реализовывала конкретно то, что ему надо, заимствуя то, с чем соотносятся уже те или иные элементы всей фигуры. При этом и обычная спираль, и золотая спираль вполне хорошо, вполне легко используются в магии. При этом, если мы говорим про демонологию, самый простой пример – это те же инвокации, когда человек, в которого помещается дух, с которым будет общаться другой практик, другой оператор, то, конечно же, это могут быть спирали, которые наносятся в виде изображения на части тела человека, в которого, собственно, дух будет заселяться.
При этом, если же говорить про саму спираль, важно вспомнить еще и звуковые волны, которые двигаются аналогично по таким же принципам сакральной геометрии. При этом они обтекают твердые предметы. По факту, чем для нас спираль вообще интересна? Тем, что она не смешивает энергетические потоки между. Продолжаем. Да. Таким образом, если же мы говорим про саму спираль с точки зрения такой сакральной геометрии, оказывается, что если мы, например, хотим двинуть энергию по прямой линии, и этих энергий будет несколько. Самый простой пример – это когда у нас есть несколько сигил. Сигилы вписаны в круги, и после того, как они, собственно, вписаны, они начинают с того, как энергии призваны нужные духи, а эту энергию могут транспортировать куда-то. Если же мы, например, будем двигать это по спирали, то спираль, конечно, не будет их смешивать, что нам очень удобно. По факту, это очень актуально, когда нам нужно направить очень много разных энергий в одну точку. При этом по самой спирали могут изображаться определенные символы. Очень часто, кстати, когда у людей подселение такое достаточно сильное, когда у людей одержимость, у них на астральном теле видны спирали, заполненные символами от духов. Простой пример такого – это когда-то на заре моей практики видел человека, у которого было подселение с суккубом, причем очень много лет. Там у человека со временем уже проблемы с головой начались, но что-то было интересно. Там была спираль, вписанная в круг, и по самой спирали было очень много символов буквенных, потому что конкретно человек был нужен духу как батарейка, что в принципе вполне понятно, и ничего нового я вот тут для вас не открою, ничего не скажу. Если мы говорим про те или иные взаимодействия, могу сказать, в графической магии именно по созданию именно планиметрических каких-то фигур построений спираль используется достаточно часто. И в демонологии в том числе. Если же переходить к следующему, здесь у нас пентаграмма. Я вам в самом начале говорил, что пентаграмма – это тоже фигура сакральной геометрии, фигура излишне демонизированная, фигура, вокруг которой ломаются копья и споры ведутся. Конечно же, можно вспомнить сатанинскую панику в Америке, можно вспомнить любые визги тех, кому за 50, и которые орут про каких-то сатанистов, которые там кого-то обижают, ущемляют. Но по факту пентаграмма – это ни разу не сатанинский символ изначально. И есть множество церквей, где пентаграмма, в принципе, используется. То есть вы можете это увидеть на витражах. Собственно, об истории пентаграммы сейчас говорить не будем, это очень объемная информация, посмотрите, собственно, в Гугле, как минимум хотя бы на Википедии. Фактически пентаграмма используется в магии давно. Это достаточно полезная фигура, при этом вы ее можете встретить в очень разных примерах. Самый простой пример – это Великий Пентакль или Великая Пентаграмма Соломона, которую вы можете видеть по центру внизу на слайде, в которой вписано очень много символов, и по кругу которой написано слово тетраграмматон. Тетраграмматон – это у нас йод и вавхи, просто записаны по-другому. Если вы не знаете, что это, и объяснить нужно достаточно просто. Тем у нас пентаграмма еще прославилась. Это в Вите и в современном западном ведьмовстве иногда как талисман золотой талисман колдовской книги, то есть на обложке она изображена. Плюс пентакль, то есть стихийное орудие земли магическое, очень часто делают с пентаграммой. Хотя классическое ее выражение – это гексаграмма, который тоже может быть. Чем она интересна? Во-первых, тем, что она не берет энергию из того, что вписано в ее углы. Как бы парадоксально ни было, как мы видим множество пентаграмм, где вписано огромное количество сигил, как тот же пентакль Соломона, но пентаграмма их не берет.
При этом внутри нее у нас, собственно, пятиконечная фигура. И число 5, собственно, соотносится с пентаграммой. Вообще число 5 в Кабале достаточно специфическое, потому что это число Гебуры, Сефиры Марса, и поэтому все пятерки второго всегда имеют плохое значение. При этом пентаграмма по факту легко накапливает, направляет энергию. Но при этом для того, чтобы она хорошо это все дело накапливала, в идеале она должна быть заключена в круг, и по кругу снаружи могут быть написаны какие-нибудь имена, не, варварские имена, те же имена Бога, имена ангелов, имена демонов и так далее. По факту, что для нас здесь важно? По факту это накопление энергии в центр фигуры, которая будет выброшена наверх. Пример такого же действия можно видеть в пирамиде, в той же пирамиде с закрытыми стенками, в проекте «Открытие врат», где энергия накапливается, потом она опускается вниз и выстреливает, собственно, вверх. Аналогично пентаграмма очень часто используется конкретно и в магии, конкретно в графике, и люди ее лепят, в принципе, достаточно в разные места. Можно было бы обсудить ее стихийные соответствия, потому что есть у нас малый ритуал пентаграммы, есть у нас 4 стихийных факту соответствия в пентаграмме. Например, у нас есть левый, правый и правый нижний, левый нижний углы, которые соотносятся с 4 стихиями, и верхний угол, который обычно соотносится со стихией духа. Про стихию дух важно сказать, что эта стихия достаточно умозрительна, она как таковая физически не представлена и обычно была добавлена людьми для более глубокого понимания, то есть такой костыль. При этом если мы говорим про а, то, где такое может встречаться, это в той же океане, где у нас есть 4 те же скрижали башен, которые объединены еще одной скрижалью, и мы получаем уже великую скрижаль, которая обычно закрашена белым, и это как раз соответствие по стихии духа. Конечно, малый ритуал пентаграммы – это основа магии, вообще работа со стихиями, аналогично как и работа с планетами, это тоже основа магии, об этом мы будем еще много говорить. По сути, самое простое применение пентаграммы – это создание сторожевых башен. Сторожевых башен в ритуалах, то есть 4 точек по 4 сторонам света, где у нас есть маленькие пентаграммы, вписанные в двойной круг, и между кругами вписано имя управителя, например, Габриэль или Михаэль. По факту в центр пентаграммы здесь устанавливается благовоние для соответствующей башни и свеча соответствующего цвета для стихии. Это желтый цвет для воздуха, красный цвет для огня, зеленый или черный для земли и синий для воды. При этом сам пятиугольник, пятиугольная фигура, которая находится в центре пентаграммы, она у вас тут на слайде тоже изображена, и она здесь разобрана. Причем из этого пятиугольника можно построить сам по себе золотой треугольник, где у нас все углы будут равны 72 градусам. Число 72, в принципе, в оккультизме тоже встречается достаточно часто. Это достаточно такая универсальная штука. Это, как знаете, когда говорят о числе 4, это, скорее всего, стихии, 7 – это планеты, 12 – это знаки зодиака, а 72 – это 72 отрезка именно по 5 градусов. То есть 72 термо и 36 декад, с которыми соотносятся демоны Гаэти и ангелы Кемхамфараш. Причем, если вы посмотрите на пентаграмму, которая у нас представлена в виде великой пентаграммы Соломона, и на пентаграмму справа внизу, факту это правильная пентаграмма, так называемая. То есть она не завалена ни в одну из сторон. При этом у нас тут те же самые цифры 72 и 36. По факту это условно золотая пентаграмма, ее так можно именовать, потому что она построена в соответствии конкретно с числом фи, которым то самое золотое сечение и обозначается. И если говорить о золотом сечении, если говорить о сакральной геометрии в окружающем мире, это, конечно же, логарифмические спирали. Прямо в оккультизме люди с этим имеют обычно мало какого-то взаимодействия, при этом логарифмическая спираль прямо связана у нас с золотой спиралью. При этом встречается она в физическом мире достаточно
часто, и те же самые логарифмические спирали, это, во-первых, в растениях, то есть это оформление плодов и цветков, это разного рода спиральные выражения на воде, где они есть, и, конечно же, в космосе это спиральные галактики, и в человеческом теле это спираль ДНК. По факту эти фигуры встречались еще и у разных культур. Причем, чем больше культура наблюдала за звездами, то есть это нужно было или для движения, или для создания календаря, что, в принципе, для земледельческих культур было очень важно. Конечно, люди это переносили в свои верования. Пример – это кельтская традиция, где три спирали – это вечное движение. В жизни, по сути, символ кельтики. И в Древнем Египте спираль была связана с Солнцем. При этом я вначале самого вам говорил про завитки. Завитки, которые связаны именно с Солнцем в рамках творения, это просто вот такая фигура. То есть, когда будем говорить про крафт предмета, я вам покажу эту графику, мы ее подробно разберем, собственно, на практическом примере. При этом справа у вас представлен конкретно пример, как логарифмическая спираль строится, и причем тут вообще золотая спираль. По факту, чем еще интересна логарифмическая спираль? Тем, что это аналогично кривая, то есть это линия, на которую распространяются все те правила, о которых мы говорили, когда говорили о линии. При этом это кривая, которая при росте, то есть при ее увеличении в длину и в пропорциях, она не меняет своей формы. Что достаточно важно, то есть нету никаких искажений, и энергия будет двигаться так, как нужно нам. Вообще, в сакральной геометрии очень важно, чтобы не было внешних изменений. То есть, когда мы масштабируем сигилу, чтобы у нас одни элементы не были больше других, они как-то не выдавались больше или меньше остальных. При этом, если, например, сидела перерисована недостаточно верно, то есть с нарушением пропорции, это может быть, например, сидела другого духа. Конечно, не обязательно копировать там через копирку или обязательно распечатывать, можно от руки перерисовать, но так, чтобы плюс-минус все углы находились в нужных пропорциях друг относительно друга. И это очень важно, потому что, как я уже сказал, иначе у вас может прийти банально другой дух, и тот, кого вы не вызывали, что, в принципе, недостаточно комфортно, и его после этого нужно будет отпускать. И понятно, что если мы говорим об определенных фигурах, как мы поговорили только о некоторых, о четырех самых простых, которые соотносятся со стихиями, поговорили о пентаграмме, но, конечно же, важно понимать, по каким принципам в сохранении геометрии создается построение. Построение – это, по сути, изображение фигур. То есть, например, когда фигуру начертили. И по факту есть основных четыре принципа построений. Конечно же, важно понимать, что есть вещи, которые само собой разумеются. Например, то, что линии не могут прерываться. Например, то, что, как я уже сказал, сидела, если она получена от кого-то, она должна быть перерисована в том виде, в котором она была получена. И при масштабировании фигуры нам главное не нарушить процессы, то есть, которые происходят в ней. Например, если это пирамида, да, если она уменьшается, чтобы все работало как надо, если она увеличивается, масштабируется там до высоты трехэтажного дома, тоже нужно так делать, чтобы все работало, как и должно было, как и было заявлено изначально. По факту, первое – это позиционирование. Позиционирование подразумевает, что когда мы строим какую-нибудь объемную фигуру, то есть это будет у нас такое объемное построение, стереометрия, например, траэдр или пирамида, для нас важно, где она будет находиться и как она будет закреплена. Это означает, что у нас, если есть одна фигура, которая относительно другой должна находиться выше или быть центрирована относительно какого-то графического изображения, так и должно быть. То есть мы должны учитывать, например, поверхность, где это будет находиться, мы должны учитывать ветер, мы должны учитывать, в принципе, пространство. И в том числе, если это закрытое пространство, например, фигуры строятся в комнате, в каком-то боксе, ангаре и так далее. То есть мы должны учесть, как оно будет функционировать. Если оно будет направлено не туда, даже если на вид все построено правильно, работать оно нормально не будет.
При этом обязательно мы должны понимать, какие энергии там будут двигаться. Конечно же, это определяется еще на стадии ТЗ. То есть мы должны понимать. Во-первых, это может быть энергия ваша. Причем в рамках той же магии сигил это обычно ваша энергия, энергия стихии, энергия планет. Например, мы создаем какой-нибудь талисман. Мы его активируем с тремя стихиями, то есть малый стихийный ритуал. Второе, мы занимаемся, собственно, планетарной магией, мы делаем какой-нибудь планетарный талисман. Например, планетарный талисман Солнца с сигилой Михаэля, с призывающим псалмом и так далее. Это будет у нас активировано на планетарном ритуале, посвященном Солнцу. А в сложных фигурах могут использоваться очень разные энергии. Яркий пример – это проект по созданию моего магического ножа обсидианового. Там использовались очень разные энергии, связанные с стихиями, и с зодиаком, и с планетами, и с призванными духами. И это все нужно было внутри собственно, построения, внутри самого ножа как-то отбалансировать. Мы это будем разбирать потом. Но по факту мы должны понимать, что что-то у нас будет браться, например, от стихий, что-то от планет, на что-то, то есть, например, на все построение у нас может влиять зодиак, положение звезд на небе, и, конечно, за это могут быть призванные духи, демоны и ангелы, задача которых давать энергию при создании той или иной фигуры. Меньше всего этому подвержены плоские планиметрические построения, потому что обычно сигила связана с одним духом, сигила, конечно, может быть связана там, с несколькими планетами, которыми она активируется, и после этого работает. Но в сложных проектах, где используются объемные фигуры, постоянно нужно знать, от чего это будет подпитываться. Далее, это вопрос вписывания одной фигуры в другую. Что это значит? Это значит, что у нас есть, например, отношение круга и квадрата. Когда квадрат вписан в круг, круг вписан в квадрат, и когда они пересекаются. Аналогично, это объемные фигуры. Например, те же платоновые тела, которые могут быть помещены в сферу. Сфера, в принципе, является продолжением круга и при этом является таким очень хорошим накопителем, в котором энергия будет держаться достаточно долго. При этом по факту, если мы хотим вписывать одну фигуру в другую, мы, конечно же, должны понимать, что из этого будет. Потому что фигуры, когда они вписаны одни в другую, возникают пересечения линий, это раз. Во второй фигуре есть разные качества и свойства, и это может влиять на ту или иную работу. Почему? Потому что они уже не являются самостоятельными. Например, тот же квадрат в круге и круг в квадрате – это, в принципе, разные фигуры и про разное. Именно круг точнее, треугольник в круге и круг в треугольнике, потому что именно круг в треугольнике обычно это тот самый треугольник проявления, который массово используется при призывании духов. Дальше вы должны понимать, что у вас есть неправильные фигуры. Причем неправильные это не значит не золотые. Это значит, что они кривые. При этом это могут быть кривые линии, кривые фигуры и, конечно же, звездчатые фигуры, звездчатые многогранники. Те самые звездчатые формы, о которых мы говорили, когда говорили о платоновых телах. И с ними нужно понимать, что делать. Почему? Потому что они порождают хаотическое движение энергии. Как это понимать? У вас есть, например, какая-то сигила. Сигила хорошо работает, энергия двигается по ней, все вообще отлично. И эта графика влияет как-то на вас, на ваше тело, на ваш разум и так далее. Тут же у нас появляются кривые линии, эти кривые линии пересекаются с другими линиями. Таким образом, у нас будет нарушено движение энергии во всей сигиле. Сигила становится нерабочей. Если это звездчатые многогранники, звездчатые формы, то они, если будут использоваться в стереометрических построениях, они могут как-то влиять на весь комплекс. При этом важно понимать, что этот хаос – это неплохо. То есть бывают моменты, когда нам нужно какие-то построения. При этом эти построения, в принципе, будут использоваться. Условно, есть какая-то технология,
технологии нужны там элементы А, Б, С, Д, Е, и какой-то из них должен выглядеть так, а не иначе. Это нормально. Но если вы по собственной ошибке допустили, что у вас линия прерывается или линия кривая, а если линия прерывается, то это много разных линий уже, прерывается два раза, значит, что у вас вместо одной линии три. Или это там какой-то совсем уж кривой квадрат или треугольник, конечно, он уже будет работать совсем по-другому. И последний – это заокругленные края. То, что в магии обычно не встречается, и пример это сигилы желаний, сигилы духов, построенные по тем же планетарным квадратам и по розе крестов. Вам нужно понимать, что в большинстве случаев, когда вы видите сигилу, вы ее видите с углами вот такими. Вы не видите вот такое. Почему? Потому что они не будут адекватно работать. Если у вас будет фигура, где много заокругленных таких линий, у вас оно будет работать один раз. Один раз, когда вы ее активировали, то есть вы ее запустили. Потом оно нормально не будет функционировать, и каждый раз ее нужно перезапускать по новой. Почему так? Это, во-первых, идет из свойств самой линии, потому что энергия отбивается от точки и возвращается к точке Б и наоборот. Во-вторых, это пересечение и взаимодействие с другими линиями и фигурами. Даже когда мы видим примеры построений сигил по розе кресту, мы видим, когда у нас ставится, например, там вот буква алиф, до какой-то там еще буквы, и потом вниз. Это нормально. Если бы это было вот так, это не отбивает угол сигилы. Это, по сути, просто одна кривая линия. И это не фиксирует таким образом определенные точки на сигиле относительно той же розы креста, того же планетарного квадрата или любой другой системы, по которой вы сигилу строите. И, конечно, это будет применимо и для объемных фигур. Например, если это строится какое-то здание, если это строится какой-нибудь комплекс, например, так и пирамида, у вас обязательно должны углы этой самой пирамиды быть точно выраженными. Они не могут быть круглыми. Понятно, что никто бы так и не говорил конструкции, но представим себе умозрительно, что все именно так. И дальше у нас это квадратура круга и вполне интересные примеры этой самой квадратуры круга, ее использования и где в оккультизме это встречается. Фактически у нас есть три варианта соединения. Как я уже и говорил, у нас есть круг и квадрат и круг, и у нас есть пересечение. Давайте начнем, в принципе, с примеров, потому что это более интересно. Во-первых, у нас есть три примера, как будет двигаться энергия, мы их разберем подробнее. Дальше. Это примеры графического построения, которое хорошо использовать для призыва духов, в частности, тех ангелов Шамхамфараш или демонов Гаити. Собственно, в моем будущем учебнике по ангелам Шамхамфараш такое построение является основным для подготовки к призыву того или иного ангела. Что мы здесь видим? Во-первых, мы здесь видим тройной круг внутри. У нас есть внутренняя часть, где вписаны 4 имени из малого ритуала пентаграммы. Далее это наружная часть, где у нас вписываются имена из иерархий. Например, имя ангела дня, имя ангела часа, имя управителя ангельского чина по сефире и те имена, которые нам нужны. Далее у нас есть квадрат. При этом оба круга у нас вписаны в квадрат. И такие построения встречаются у нас с очень древних гримуаров. Фактически во всех Соломоновых книгах встречаются похожие графические построения. Есть хорошая книга «Соломонова магия», изданная группой Телема. Там вот похожая фигура очень хорошо разобрана. Звезды по углам при этом – это сторожевые башни. Что это такое? Это конкретно те самые ориентированные на 4 стороны света пентаграммы, вписанные в двойной круг, между которым вписано имя управителя. То есть управитель башни Востока, Юга, Севера и Запада. Это конкретно ангелы Сефирот. В принципе, очень удобная система, она тестировалась, то есть когда мы вызывали Айоэля, ангела Шамхамфараш, одного из до полного появления, такой комплекс использовался, он хорошо работает. Но ключевое слово «он хорошо работает» именно в этих рамках, что мы далее убедимся. При этом треугольник проявления у нас с этой фигурой никак не соединяется с этим построением, он находится снаружи, куда призывается, собственно, дух, ангел или демон.
Далее у нас достаточно интересные проекты. Это проекты изначально по мавзолею Ленина. Если вы посмотрите на сами формы, которые тут применимы, во-первых, мы здесь видим и много треугольных форм, мы видим здесь черно-белый фон, мы видим здесь использование множества простых плоских и объемных фигур. Также, если мы посмотрим справа, что мы здесь увидим? Мы здесь увидим обязательно квадратную плоскость, на которой все находится, пирамиду, причем с закрытыми стенками. И внутри мы увидим, опять же, соединение круга и квадрата и ориентацию по четырем сторонам света фактически. По факту, если вы посмотрите по ключам Соломона графические системы для призыва духов, тот самый известный Соломонов круг, в котором у нас змея с множеством букв иврита, вы увидите очень похожую систему. Вот эта система – это и есть 4 сторожевых башни. При этом тут они по факту вынесены еще и внутрь квадрата. На форме для призыва духов у нас здесь башни вынесены наружу. И это вполне применимо. Никто башни никогда внутрь круга не ставит, и они активируются в рамках открытия храма и потом аналогично закрываются. И, собственно, давайте разберемся, как у нас круг и квадрат взаимодействуют. Вообще, очень популярное соединение фигур. Фигуры эти очень часто встречаются, и достаточно легко ими оперировать. Поэтому самый первый вариант – это у нас круг вписан в квадрат. По факту, как это работает? У нас есть много энергии. Эта энергия движется снаружи по квадрату. При этом, если мы посмотрим на систему для призыва духа, мы увидим, что у нас есть 4 башни, которые тоже дают эту самую энергию. То есть мы обращаемся к 4 сторонам света, 4 архангела, 4 стихии, визуализация энергии нужного цвета, и эта энергия будет у нас двигаться конкретно по наружному квадрату. При этом далее она будет двигаться уже к кругу. То есть мы видим красные стрелки, которые от наружных сторон квадрата двигаются, собственно, к кругу. И по факту обратно эта энергия отдаваться не будет. Это неудобно, когда мы делаем какие-то талисманы, какие-то графические работы, но по факту, когда мы практикуем эвокацию, то есть мы вызываем духа ангела и демона, мы стоим в центре круга, и этот поток становится закольцованным в круге. Он никуда его не покидает. По сути, это очень удобно, потому что эта энергия нужна нам для работы. И она помогает магу непосредственно сконцентрироваться, непосредственно выполнять то, что ему надо. А дальше у нас это квадратура круга. Это когда у нас квадрат вписан в круг. Тут энергии работают немножко уже по-другому. То есть сами поговорим именно о первом и последнем, чтобы было видно на контрасте. Тут у нас энергии двигаются по квадрату аналогично, но при этом они направляются в центр квадрата. Но, как мы знаем, специфика квадрата в том, что он будет энергию разгонять внутри себя и накапливать. При этом энергия будет еще и двигаться по кругу, и она будет сталкиваться с энергией квадрата в тех точках, где у нас круг и квадрат пересекаются. Почему так? Потому что они, собственно, касаются друг друга. Именно поэтому в том же треугольнике проявления для призыва духов круг не касается треугольника. И когда, если вы практикуете эвокацию, вы бы попробовали мелом нарисовать на полу круг, который будет касаться треугольника, оно будет работать чуть хуже. При этом сама структура вполне рабочая, вполне стабильная, она может использоваться. Пример, кстати, широко распространенный такого построения – это талисманы на основе планетарных квадратов. Это когда у нас есть квадрат, то есть сам по себе квадрат, но он выгравирован или как-то там выжжен на металле, и металл представляет собой, собственно, саму фигуру, базовую заготовку для талисмана. То есть плоский круг, и оно вполне хорошо работает. Дальше это у нас, когда квадрат вписывается в круг. По факту очень удобная фигура, она является универсальной. Почему? Потому что накопленная энергия будет отдаваться в точках пересечения. То есть это можно использовать и в рамках стереометрических каких-то построений, при этом если круг будет двигаться, то есть, например, это какая-то механическая такая структура, или там какой-то электрический привод, это будет двигаться, аналогично когда поток идет через угол, он там раздается, он брыжет в разные стороны и потом двигается далее.
При этом здесь должно быть еще и движение в центр квадрата. По факту, если мы смотрим на это построение, то я бы вам сказал, что с точки зрения именно сакральной геометрии разных интересных проектов, он используется чаще всего. Если мы говорим про эвокацию, причем эвокацию с опорой на гримуары, то это первый вариант, когда это круг вписан в квадрат. И квадратура круга, конечно, это когда мы имеем какое-то квадратное построение, квадратный сигил, такие тоже бывают, или планетарный квадрат, который вписан в круг и который носится тоже как талисман. Вообще использование квадратов и кругов достаточно часто встречается, и в магии вы с этим будете сталкиваться. И очень часто вы будете думать, а как мне эту графику куда-то вписать, а как мне, например, работать с той или иной фигурой. Особенно, если вам это интересно. Если же мы поговорим про пирамиды. С пирамидами у нас все еще более интересно. Пирамида – это не фигура, это уже построение. И пирамиды являются универсальными фигурами, которые направляют энергетические потоки вверх или вниз. Что вы видите непосредственно на схемах. По факту пирамиды у нас делятся на два варианта. Они делятся у нас на пирамиды с открытыми стенками и пирамиды с закрытыми стенками. В чем разница? Пирамида с открытыми стенками – это, по сути, рамочная конструкция. То есть это условно ребра фигуры, которые у нас стоят и с которыми можно просто, ну, мы можем просто их потрогать, мы можем руку засунуть внутрь пирамиды и так далее. Пирамида с закрытыми стенками – это запертая, в принципе, конструкция. При этом любая стереометрическая пирамида, если она построена, неважно там, как рамочная, накрыта каким-то листовым металлом или это каменная фигура, это пирамида с закрытыми стенками. Функционировать она будет именно так. Пирамида – это, как я уже говорил, одно из наиболее древних таких вариантов фигуры для построений, для создания сооружений, при этом она не требует какого-то очень сложного математического аппарата. То есть для ее построения, в принципе, создания, в принципе, хватает системы измерений, когда все считается локтями, и чуть ли не веревкой с узлами, что для древнего мира было достаточно просто и удобно. То есть когда у нас есть веревка, и каждый узел отмеряет один локоть, как меру длины. В принципе, оба варианта пирамиды применимы для той или иной работы. Но в большинстве случаев пирамида – это всегда сооружение с закрытыми стенками. Неважно, это создаете вы, неважно, это создает кто-то, это какое-то строение, но есть основные принципы. Давайте их разберем. Если мы говорим о пирамиде с открытыми стенками, это у нас всегда хаотичное движение. И вот если вы посмотрите на примеры двух пирамид внизу, в центре внизу слайда, вы увидите, что очень хаотично собираются энергетические потоки, они двигаются и по квадрату, который, конечно, является квадратом, как основой пирамиды. Это большая разница пирамиды и тетраэдра. У тетраэдра только треугольники. Тут это квадрат, после этого это все двигается по ребрам. И далее, накопившись, обычно падает вниз. И такая механика работы используется в очень многих храмовых конструкциях. Пример – это вот тот мой проект по открытию врат. Вы видите модель справа внизу. Старый проект, по нему были и стримы, и в книге, собственно, есть все чертежи, книгу, которую сможете скачать. И тут у нас тоже используется много разных фигур. То есть тут у нас и круги, используется тессеракт или гиперкуб. Но вернемся, собственно, к пирамидам. Если же у нас пирамида с закрытыми стенками, она просто накапливает энергию, которая двигается по наружным ребрам пирамиды. А ребра, кстати, если мы строим это все из металла, в идеале должны быть из прямоугольного профиля, квадратного, пустого внутри. И далее, дойдя до вершины, вся энергия, которая была получена, падает вниз в центр. Чем это удобно? Это удобно тем, что если мы хотим построить самую примитивную, самую простую храмовую конструкцию, например, мы оказались в таких условиях, что мы не можем построить ничего другого, это один из лучших вариантов. И даже по современным меркам это не самый худший вариант. По факту, как раз там, где энергия, накопившись, падает, может быть установлен алтарь какому-нибудь божеству или какие-нибудь там инструменты для работы, для того, вызывания духов и так далее.
При этом, если мы говорим про проект открытия врат, то внутри используются еще и дополнительные пирамиды. Это квадрат справа. Вы видите, это, собственно, схема пирамиды, где внутри у нас есть 4 маленьких пирамиды без дна, перевернутых вверх ногами. То есть не так, а вот так. И которые под углом смотрят на вершину. Зачем это нужно? Для отбития импульса обратно. То есть мы здесь говорим о концентрировании. Фактически импульс, который, энергии, который падает вниз, он падает на что? На квадрат. Потому что основа – это квадрат. Далее, для того, чтобы он не упал и не рассеялся в этом квадрате, накопился, что нам нужно для большинства храмов, для культовых сооружений, здесь он падает на другую конструкцию в виде столика. Далее, по аналогичным таким квадратным соединительным элементам, которые формируют саму пирамиду, двигается к 4 малым пирамидам, которые направлены наверх, чтобы отдать их обратно, что нужно для адекватного функционирования. По факту, если мы говорим о пирамиде с закрытыми стенками, неважно, чем она покрыта. Она может быть покрыта листовым металлом, поверх него какой-то плиткой декоративной, она может быть полностью каменной, она может быть деревянной, это не важно. Важно то, есть ли стенки, в принципе, которые адекватно закреплены. То есть это не просто клеенку натянули, а из материала созданы те самые стенки. Кроме того, важно понимать, что в сакральной геометрии, особенно если мы работаем с чем-то, с какой-то условной стройкой, и особенно с металлом, у нас не должно быть никаких следов от сварки лишних. Это все должно быть зачищено. Аналогично не должно быть никаких отверстий, все должно быть заделано, потому что те же самые принципы построений. И, конечно же, если линия прерывается, то это уже не линия. Конечно, пирамиды с открытыми стенками тоже в магии используются, но если мы говорим про создание храма, создание какого-нибудь такого а, устройства, можно даже так сказать, с закрытыми стенками, это всегда так. Конечно, могут быть еще разные элементы, например, что вершина открывается, или что есть двери, нету дверей. Это тоже влияет на функционирование того или иного построения. И таким образом, кстати, вот у нас из еще одного моего проекта на канале в ТГ, смотрите, там забьете просто на английском Stargate в поиск. Это проект по документам Stargate, по документам ЦРУ рассекреченным, по дальновидению, по поиску тех или иных следов чьей-то деятельности на планетах Солнечной системы, в частности на Марсе. Изначально проект был нужен, чтобы искать советские подводные лодки с атомные ракетоносцы, но чем народ только не занимался. И этот проект вы отдельно можете скачать там же смотреть, то есть там есть PDF с всеми зарисовками, с вставленным оригинальным документом, и здесь у вас представлены зарисовки медиума, которые вы тут можете, ну, можете с ними ознакомиться. И если мы посмотрим на тот же храм открытия врат, как на проект, нами очень много было на тот момент заимствовано конкретно в разработке самого проекта. И в чем особенность конкретно этих документов по Старгейту в том, что там указаны определенные координаты. То есть, по сути, долгота и широта, например, 15198, и медиумы, а на тот момент это работало 2,5 человека, то есть двое работало, третий визировал, а, рассматривались аналогичными методами те же координаты. И тут, что было видно, зарисовывалось. И, например, почему я здесь вставил именно это, из всего папка координат, ну, пул координат там достаточно большой. Потому что, во-первых, мы здесь имеем пирамидальные структуры. Пирамидальные структуры формы характерны для таких же структур очень многих цивилизаций наших, то есть Мезоамерики, Египта. Кроме того, если вы посмотрите на рисунок справа, вы увидите ромбический камень. Мы когда дойдем до открытия врат, вы там увидите тоже похожий ромбический камень. И когда мы с вами говорили про платоновые тела, я специально отвернусь, вам сказать, о чем шла речь. Вот у нас есть октаэдр, это две пирамидки таких сложенных между собой, и, конечно же, сам ромб как фигура плоская,
и фигура объемная, например, созданная из камня. И вот у нас пример такой фигуры, которая изображена здесь. При этом он, конечно, более удлинен, и он тоже должен был вращаться в конкретной структуре. И внутреннее устройство храма, которое подразумевает много кругов и определенную пустоту, скорее, пустое пространство в центре самого храма, назовем это так. Собственно, данные документы, которые потом разрабатывались уже, там, мы это нашли еще в рамках своей работы, это все поковыряли, сделали релиз, но по факту они очень много дали для создания, собственно, ритуала открытия врат и храма открытия врат. То есть вот такая интересная преемственность. Очень необычные документы, очень необычная деятельность. А место, кстати, вот вам еще спутниковый снимок сразу же, по которому медиум тоже смотрели, по тем координатам, которые нужны. Все это достаточно интересная, очень необычная штука. И тут же вот у нас храм открытия врат, как пример реализации и принципов сакральной геометрии, и определенных правил, которые она подвержена, это и вот 3D-модель. 3D-модель, собственно, по факту пирамида, которая вот сразу вы посмотрите сюда и сразу вы посмотрите сюда. Пирамида с закрытыми стенками и справа вверху ее внутреннее устройство. Вот у нас 3D-модель. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, собственно, пирамиду с закрытыми стенками. Это металлическая конструкция, представляет собой каркас из профиля, который сверху и внутри застыт металлом листовым, то есть мы здесь имеем с вами, по сути, такой бутерброд, где между двумя слоями металла есть, собственно, сам профиль, который является каркасом пирамиды. Далее мы здесь видим три наружных круга, которые представляют собой широкие металлические круги. Они олицетворяют три покрова непроявленного. Это Айн, Айн Соф, Айн Соф Аур и Тоху, Боху и Хасек по оккультной кабале. Их особенность в том, что во время работы, собственно, комплекса они должны вращаться. То есть это может быть, неважно, ручным способом, хотя это очень тяжелые, собственно, конструкции, на конной тяге или электродвигателем или еще как-то. При этом на кругах вы видите красным и синим обозначение сигил. Сигил, которые были получены еще конкретно для того, чтобы там быть изображенными в рамках самой технологии. При этом что интересно, наверху пирамиды находится тессеракт как рамочная конструкция. То есть это не тессеракт для заточения духов, не тессеракт для накопления энергии, а скорее для частичного накопления. По сути, это гиперкуб, то есть куб, вписанный в куб, и который особым образом, чтобы его не сорвало ветром, чтобы он не просадил никак конструкцию, он закреплен на вершине пирамиды. А сама вершина приоткрывается вот так. Почему? Потому что в определенный момент она должна приоткрыться. Обычно это цепи, которые нужно потянуть вниз. Когда разрабатывали, кстати, рассматривали разные варианты. Это и пиропатроны, те же и лебедки с таймером, но все-таки лучше вручную. Либо вручную, либо аналогично это лебедки, которые синхронизированы между собой, но это все равно человек, который эту кнопочку нажмет. И что вы видите внутри? Внутри пространство не сильно богато. Это столик, который представляет собой трубу со столешницей, в центре которой находится вырез, в который кладется сам звездчатый камень. Это отдельная структура, которая такая из полудрагоценного или драгоценного камня под конкретную задачу, которая ставится внутрь этого стола. Также это у нас энергии. Энергии, которые накапливаются в самой пирамиде, которые накапливаются у нас на верхушке, падают вниз, падают они ровно на столик, потому что столик центрирован относительно ромбического камня, который на цепочках удерживается внутри тессеракта. Энергия движется вниз, после того она рассеивается по четырем сторонам света, по четырем маленьким пирамидам, которые перевернуты и не имеют дна, и синхронно эти четыре пирамиды отстреливают энергию вверх, которая, опять же, попадает в ромбический камень, и после небольшого, очень короткого удержания срабатывает непосредственно основная функция данного комплекса. То есть это открытие врат, то есть создание стабильных таких астральных порталов больших, откуда может зайти огромное количество духов, конкретно на ФИС. И такая структура работает до 3 дней, после этого она может быть уже разобрана. По факту штука достаточно полезная, но она требует
Достаточно больших ресурсов на постройку. Это относительно высокая фигура, с трехэтажный дом, сама конструкция. Аналогично, это личный состав, который должен ее обслуживать. Это люди, которые выполняют музыкальную функцию и, собственно, ритуальную. Это вот пример реализации, тоже один из проектов. Далее, вот пример упрощения. Пример упрощения – это у меня коллега и мой бывший студент, сейчас уже коллега, который упростил данную технологию и использовал ее для решения похожих, но достаточно простых задач. Что здесь мы имеем? Мы здесь имеем аналогичную структуру, то есть у нас есть пирамида, пирамида усеченная без верха, то есть мы здесь уже не имеем вот такой вот открывающейся крышки, мы имеем здесь просто срезанную фигуру, на которую устанавливается тессеракт. Можно в кубе, аналогично используется графика, при этом, если вы заметите, графика у нас по четырем сторонам пирамиды, по четырем сторонам света, как она ориентирована. Далее на фото вы видите 4 сидела, которые ориентированы у нас уже на физе, то есть они ориентированы по определенным точкам на карте. Таким образом, они отсекают определенный кусок, например, квартал, кусок города или там намного больший квартал, даже не квартал, а квадрат там столько-то на сколько-то метров, километров, который накрывается, собственно, этой самой пирамидой. Для чего это используется? Используется это для сбора эмоций. Например, эмоции страданий, гаваха, энергии страданий, энергии любви, энергии радости и так далее. Люди это выкидывают в окружающее пространство, людям это не нужно, не важно. Они же как бы эмоции испытали, и это все попадает в окружающий мир и рассеивается. Такая структура, собственно, собирает это все и накапливает в определенном месте. Где и как это удобно? Это удобно, во-первых, если нам нужно собрать много такой энергии, и мы ее заносим условно нашему покровителю. Например, здесь это храм Асмодея вроде как, алтарь Асмодея. А далее это может быть договор с каким-нибудь духом, демоном, ангелом, с управителем Клифот как таковым, когда он занимается тем, что все это дело контролирует, чтобы оно хорошо работало, и никто это все не отжал по-тихому. И он за это имеет определенный процент от сбора. И определенный процент имеете вы. И это по факту самый простой, упрощенный вариант той самой сложной пирамиды по открытию врат, которая у нас здесь у нас есть, которая представлена была ранее, мы разобрали, представлена в рамках открытия врат. Причем важно еще понимать, что в рамках открытия врат в пирамиде может быть заменена программа. Например, вместо, собственно, открытия врат она может переориентировать определенные процессы в обществе, медленно, но верно, или даже работа с, собственно, линиями, земными недрами. А по факту, прямо вот то, что вы видите сейчас на экране, это очень хороший пример упрощения, очень хороший пример, когда люди используют сложные технологии, которые одному сложно воплотить, это очень дорого, это только под задачи, причем вызывание каких-то фундаментальных изменений, при этом это такая маленькая версия упрощенная, которая позволяет закрывать собственные потребности. Потребности бывают очень разные, но такой небольшой майнер. И все. И, собственно, у нас еще пример проекта – это «Трон совести». Это уже новый проект. Кстати, если вы посмотрите на такой нарисованный ромбический камень двухсоставной, опять же вернемся к тому самому платоновому телу, которое у нас было до этого. Что это такое? В отличие от проекта с пирамидой, с открытием врат, это не работа с астральными мирами. Это фактически проект, направленный на улучшение работы медиумов, на улучшение качества получения информации гностическим путем. То есть, когда человек с медиумическими способностями у духа, демона или ангела берет какую-то информацию. Это могут быть какие-то технические формулы, технические рисунки, стихи, заклинания, графика, символа и так далее. То есть для того, чтобы улучшить по факту и упростить их работу, одновременно улучшить качество информации, которая будет получена. Что из себя он представляет? Это уже тетраэдр, опять же, предплутонового тела, о котором мы говорили, просто это похоже на пирамиду, но это у нас тетраэдр, то есть это 4 треугольника, которые в принципе составляют вот такую фигуру.
Далее это отложенный такой выведенный вперед вход. И опять вернемся туда. Можете посмотреть на вход. Опять же. Кстати, кому этот проект будет интересен, я уже говорил, найдете по файлам на канале по поиску именно Stargate на английском напишите, там это будет. Там в авторах указан я, Козуб Сергей и Пилипенко Роман. Тут там мы делали, собственно, с Дмитрием Рохом этот проект. Кстати, вот эти пирамиды – это его. И тут же у нас есть вот такой вот вход. Аналогично у нас есть 4 колонны. Колонны у нас открывают стороны света, при этом сам храм ориентирован не ровно по сторонам света. В отличие от пирамиды, его намного сложнее ориентировать, потому что сама работа, понятно, будет сложной, потому что у нас всего 3 угла. Как правило. Поэтому они, согласно самой технологии, как это было разработано, устанавливаются 2 по определенным сторонам и третье между 2 сторонами. И сами столбы представляют собой простые каменные или гранитные столбы, которые могут быть закопаны в землю, еще и сделана арматура для большей устойчивости. Наверху каждого из столбов у нас прямоугольная крыша, находится жертвенная чаша или килим, в которой собирается жертвенная кровь, либо любая другая жидкость. И по 4 сторонам каждого из прямоугольных столбов находятся факелы, которые загораются и которые должны, собственно, гореть. То есть нельзя это заменить ни свечами, ни каким-то электрическим освещением. Обязательно это должны быть факелы. Причем, в отличие от пирамиды, которая нужна для открытия врат, которая высотой там, по 20 метров, здесь у нас высота пирамиды всего 4,25 метра. А внутри пустая конструкция, которая должна иметь дубовый пол, дощатый, хорошо подогнанный, и 4 кресла. Стоит 3 по углам и 4 в центре на возвышении. То есть, еще раз, такая прямоугольная квадратная плоскость, которая так поднимается, на нем установлены кресла. Кресла, по сути, основная соль проекта, потому что они тоже представляют собой рамочные конструкции с серебряной оплеткой, с креплением человека непосредственно к креслу, крепление головы, крепление тела. Само крепление похоже на то, как человек в кресле пилота крепится в боевом истребителе, и с определенной графикой, которая помогает работать. Аналогично графика на спинке и сидурке стула. По факту работа этого комплекса – это 4 человека, которые должны сидеть на высокобелковой диете, которые имеют хорошо развитые медиумнические способности, и которые в нужный планетарный день и час, обычно это день Луны, часть Луны, и желательно она растет по Луне, будут выполнять поставленные задачи. При этом алтаря для призываемого духа не нужно. Дух призывается непосредственно в пространство храма, то есть пространство пирамиды, где медиумы с ним общаются. Конечно, для него там можно треугольник сделать, можно благовоние зажигать, но это уже вопрос 10. По факту все должно функционировать и так. Кстати, тоже файл по этому проекту есть на канале, это выходило осенью прошлого года. Так и пишите в поиске в ТГ «Трон совести» кириллицей. И, конечно же, это ромбический камень. Ромбический камень, который должен быть подвешен под вершиной пирамиды, которая уже не открытая. То есть просто у нас есть цепь, которая вот так спускается с верхушки, и над головой центрального медиума, который будет сидеть в кресле, где-то в метре, вот голова, и в метре висит непосредственно ромбический камень. Он представляет собой составную фигуру, то есть одна половина – это дуляр или лунный камень, вторая половина – это камень соответствующей планетарной природы. То есть если мы будем работать, призывать духа, с основная природа которого Сатурн, у нас должна быть Луна и Сатурн. Если Марс, Луна и Марс и так далее. Они могут быть скреплены какими-нибудь такими небольшими металлическими креплениями. Самое главное, что это можно сделать в виде каркаса, чтобы оно не развалилось, не упало. И сверху сразу надевается кольцо цепей, и оно может аккуратно висеть конкретно над головой медиума. В рамках работы, в рамках физических действий, которые медиумами совершаются, противовес открытию врат – это более безопасно. Это влияет только на конкретную работу, а не на окружающий мир, на страны, на какие-то географические территории. И основная цель – это, еще раз говорю, чтобы люди меньше изнашивали свой организм при получении информации, при этом брали ее более качественно, более четко, ровно, и чтобы это было
Это позволяло получить ту информацию, которая требует определенной точности. Обычно это техническая информация. При этом сама фигура может быть построена внутри другого здания. Например, внутри бокса, внутри какого-нибудь ангара, где высокий потолок. Потому что высота 4,25 метра – это не так, чтобы уж много. Собственно, на сегодняшней лекции мы с вами разобрали базовые фигуры. Все это более широко разобрано в моей книге. По проектам. Проект «Открытие врат» вместе со всеми материалами, то есть с чертежами, с этими самыми заклинанием открытия и закрытия врат и с алгоритмом есть в электронной версии, которую можете скачать. Проекты по Старгейту можете найти а, тоже на канале. Я перевыложу файл, когда буду в ТГ выкладывать после того, как выйдет в релиз видео. И по трону совести тоже в файлах можете найти. Так файлы называются трон совести. Вообще, если рассуждать далее о сакральной геометрии, можно поговорить о влиянии золотого сечения на построение храмовых каких-то сооружений, домов, где люди живут, о живой природе. И, конечно же, об более мелких проектах, об использовании сакральной геометрии в демонологии, то есть это одновременно и графика, и удержание духов, и влияние на духов, и помощь духам во влиянии на физ и так далее. То есть тема достаточно объемная. Собственно, вот так. Был рад этой информацией с вами поделиться. Спасибо большое, Сергею за лекцию. Еще я бы хотел сказать то, что у Сергея на эту тему есть книга по сакральной геометрии. Она будет ссылки в описании. Всем спасибо. До свидания. Будем ждать вас снова.